Глава 1701. Высший лазурный свет. Возможно, это было просто совпадение или, возможно, златорогий молодой человек действительно что-то почувствовал, но как только голос Лю Шуэр затих, он внезапно поднял глаза, а затем руку, призвав черную чашу, которая парила посреди воздуха. Сразу после этого молодой человек начал что-то напевать, прежде чем быстро щелкнуть 10 пальцами по направлению к чаше, наложив серию заклинаний разного цвета, которые мгновенно исчезли в сокровищнице. В ответ из чаши раздался длинный звонкий звук, и из нее начал исходить черный свет, и она резко увеличилась в размерах. В мгновение эко он увеличился до более чем 100 футов и парил в воздухе, как дом. Крышка сокровища поднялась, и изнутри излилась безграничная угольно-черная ци, неистово распространяясь во всех направлениях. Это выглядело так, как если бы внезапно опустилась ночь, скрывая все небо, делая невозможным для Хань Ли и Лю Шуэр что-либо увидеть с помощью проекционного кристалла, кроме огромного пространства тьмы. Выражения их лиц изменились в унисон, но прежде, чем кто-либо из них успел что-то сказать, из кристалла вспыхнул черный свет, и все вернулось в норму. Изображение на кристалле казалось идентичным по сравнению с тем, что было раньше, но все существа Цзяочи внезапно исчезли. Лю Шуэр указала пальцем на кристалл, и во вспышке духовного света изображение на поверхности сокровища сменилось изображением земли внизу. Однако даже с этой точки им по-прежнему был виден только желтый песок, без единого существа расы Цзяочи. Похоже, они применили иллюзорную технику, чтобы скрыть себя. Мы не сможем ничего увидеть, если я не заставлю проекционный кристалл проецировать сцены внутри ограничения, но это наверняка разрушит наше прикрытие, так что это не стоит того, покорно вздохнула Лю Шуэр. Затем она провела рукавом по кристаллу, и изображение на нем исчезло, как иллюзия во вспышке духовного света. В конце концов, он вернулся к виду обычного белого кристалла, и она убрала его в рукав. Да будет так. Эти существа Цзяочи явно весьма осторожны, и с нашей стороны было бы неразумно предупреждать их о нашем присутствии. Судя по всему, их цель, кажется, находится в этой соседней области. Интересно, что им нужно и повлияет ли это на нас, задумчиво пробормотал Хань Ли. Сердце Лю Шуэр слегка задрожало, услышав это, и она сказала: «Кажется, это может стать проблемой». «Брат Хань, у тебя есть какие-нибудь хорошие идеи?» Эти существа Цзяочи значительно превосходят нас численностью, и все они кажутся довольно могущественными, так что у меня действительно нет никаких хороших идей. Все, что мы можем сделать, это создать еще несколько формаций, чтобы замаскировать духовные колебания, когда мы будем ломать ограничения ограниченных руин. Вдобавок ко всему, даже несмотря на то, что существа Цзяочи создали иллюзорную технику, чтобы скрыть то, что они делают, это не мешает нам разместить некоторых марионеток или духовных зверей в близлежащей области, чтобы следить за ними. Таким образом, если что-то произойдет, мы будем предупреждены и сможем принять меры, чтобы подготовиться, ответил Хань Ли после короткой паузы. Лю Шуэр тоже некоторое время молчала, а затем покорно кивнула. Похоже, это все, что мы можем сделать. В связи с этим, почему бы нам не начать все настраивать прямо сейчас? Это не то место, где мы должны оставаться надолго, так что давай сейчас же отправимся в ограниченные руины, сразу же предложил Хань Ли. Конечно. Меня беспокоит только господин Дасист Ши. Надеюсь, по дороге сюда с ним ничего не случилось, обеспокоенно кивнула Лю Шуэр. Мы двое смогли остаться здесь невредимыми, поэтому я уверен, что брат Ши более чем способен сделать то же самое. Кроме того, прошло всего 2 месяца с тех пор, как мы расстались. Возможно, он выбрал немного более длинный маршрут, и в этом случае для него было бы нормально опоздать на несколько дней, уверенно сказал Хань Ли. Я надеюсь, что это так, Лю Шуэр невольно вздохнула в ответ. В этот момент Хань Ли внезапно пошевелил рукавом, и изнутри вырвалась белая тень, превратившись в совершенно невыразительную женщину в белом во вспышке белого света. Это был никто иная, как его разумная марионетка, кукла. Иди и присмотри за этими существами Цзяочи. Не вступай с ними в бой, просто наблюдай за ними издалека, проинструктировал Хань Ли. Кукла слегка поклонилась, услышав это, и поднялась в воздух. Однако, когда она собиралась уходить, Хань Ли внезапно подумал, и он сказал: «Подожди, возьми с собой эти 2 вещи. Твоя главная задача — не быть обнаруженной». Хань Ли перевернул руку, говоря это, и в его руках внезапно появилась черная вуаль вместе с пурпурным талисманом. Последний был ничем иным, как талисманом невидимости высшего зенита. Кукла оставалась совершенно невыразительной, услышав это, но сделала хватательное движение, чтобы послушно схватить 2 предмета, а затем улетела прочь, как полоска белого света. «Кажется, ты очень дорожишь этой марионеткой, брат Хань. Но опять же, это неудивительно. Даже я очень завидую, что у тебя есть разумная марионетка такого высокого ранга», сказала Лю Шуй с веселой улыбкой. «Хе-хе, ты, конечно, шутишь, фея Лю. Я уверен, что с твоим богатством купить разумную марионетку не составит труда».
Если подумать, эти типы марионеток отчасти бесполезны, и в большинстве случаев они даже не так полезны, как духовный зверь того же уровня силы. «Даже эта моя марионетка была подарком от кого-то другого», ответил Хань Ли со слабой улыбкой. Видя, что Хань Ли явно не хотел слишком много говорить о своей разумной марионетке, Лю Шуэр сменила тему и сказала: «Это правда. Просто количество высокоранговых духовных камней, необходимых для использования таких марионеток, представляет собой большую головную боль. Раз ты использовал свою разумную марионетку, я также пошлю духовного зверя, чтобы следить за этими существами Цзяочи». Таким образом, она похлопала по какому-то предмету у себя на талии, и во вспышке духовного света оттуда вырвалось нечто и исчезло в воздухе. Даже с помощью своих глаз духовного прозрения Хань Ли смог лишь мельком увидеть маленькую крылатую норку с пятицветным светом, исходящим от ее тела. Хань Ли был весьма поражен невероятной скоростью этого маленького зверя и не мог не бросить многозначительный взгляд на Лю Шуэр. Однако она просто проигнорировала реакцию Хань Ли и поднялась на ноги со словами: «Пойдем и подождем господина Дасисташи возле ограниченных руин». Хань Ли, естественно, не возражал против этого, и поэтому они оба поднялись в воздух, прежде чем улететь от существ Цзяочи в виде полос света. По пути пейзаж внизу оставался полностью таким же, только желтый песок простирался так далеко, насколько глаза могли видеть во всех направлениях. Хань Ли прибыл сюда за несколько дней до этого и воспользовался возможностью, чтобы лично осмотреть руины. В процессе он обнаружил, что эти руины простирались более чем на 1 миллион километров, и в этих руинах было много мест, где все еще существовали ограничения, так что это казалось довольно опасным местом. К счастью, Хань Ли был предупрежден Цай Люин и другими об этом месте перед тем, как войти в огромную ледяную область, поэтому он знал, что нужно держаться подальше от этих мест. В противном случае он определенно попал бы в ловушки в этих руинах, такие как марионеточная молниеносная птица, которую мы видели ранее. Что касается ограниченных руин, о которых говорили Цай Люин и Дуань Тиньжэнь, они оказались в одном из опасных мест в этой области. Пролетев несколько десятков тысяч километров, они вдвоем наконец остановились, и Хань Ли прищурился и посмотрел вниз. Там он обнаружил шар белого света диаметром около 1000 футов, медленно вращающийся под ветром и песком внизу. Несмотря на сильные ветры, дующие вокруг него, шар света оставался совершенно неподвижным, и как только порывы песчаных ветров соприкасались с этим светом, они мгновенно исчезали, как будто их пожирали. Еще более тревожным было то, что вокруг светового шара валялись груды звериных костей, большая часть которых уже была погребена под окружающими желтыми песками. Однако среди костей, торчащих из песка, некоторые уже почернели от возраста, так что они явно находились там очень долго, в то время как другие были нетронутыми и новыми, явно принадлежащими зверям, которые умерли здесь относительно недавно. В этот момент Лю Шуэр достала пластину формации размером с ладонь и пристально смотрел на нее. Через некоторое время Лю Шуэр выдохнула и подтвердила: «Это то место, это ограниченные руины, о которых говорили моя госпожа и старший Дуань». Хань Ли спокойно взглянул на кости, валявшиеся внизу, и ответил: «Похоже, это место действительно довольно опасно, но, учитывая, что двое старших приложили столько усилий, чтобы собрать нас троих, должен быть хороший шанс, что мы сможем снять это ограничение». Лю Шуэр явно знала об этом ограничении намного больше, чем Хань Ли, и она сказала: «Я, конечно, на это надеюсь». По словам моей госпожи, это ограничение было сформировано высшим лазурным светом, который в древности находился на одном уровне с эссенцией божественного света, поэтому сломать его можно только с его помощью. Таким образом, мы трое должны быть в состоянии преодолеть это ограничение с помощью наших объединенных сил. Услышав это, в глазах Хань Ли промелькнул намек восторга, и он воскликнул: «Высший лазурный свет!». Лю Шуэр, естественно, заметила реакцию Хань Ли и спросила: «Тебя интересует этот свет, брат Хань?» Выражение лица Хань Ли мгновенно вернулось к нормальному, и он ответил: «Я обладаю эссенцией божественного света, поэтому меня, естественно, очень интересует свет, сопоставимый с ним. Насколько я слышал, этот высший лазурный свет чрезвычайно смертоносен и может вызвать разрушительный невидимый меч Ци, способный мгновенно убить ничего не подозревающих врагов. Интересно, действительно ли этот свет настолько необычен, как утверждают слухи? Похоже, ты провел довольно много исследований этого высшего лазурного света, брат Хань. По словам моей госпожи, этот свет действительно внушает страх, но он не такой смертоносный, как предполагают легенды, хотя через него и чрезвычайно трудно прорваться. В противном случае моя госпожа не стала бы пытаться прорваться через ограничения и получить сокровища, даже если это было бы связано с огромным риском. Вдобавок ко всему, высший лазурный свет нельзя получить искусственным путем, он может быть сформирован естественным образом только силой неба и земли. Таким образом, существа, культивировавшие этот свет, встречаются гораздо реже, чем даже те, кто обладает эссенцией божественного света, который культивировали с древних времен, объяснила Лю Шуэр. В таком случае в этом ограничении должно быть чрезвычайно мощное сокровище, которое может излучать высший лазурный свет. Хань Ли сразу же все понял.
Глава 1702. Раса снежного рыка. Моя госпожа не уточняла это до этой поездки, но, скорее всего, так оно и есть, кивнула Лю Шуэр. Это здорово. Не думал, что смогу стать свидетелем широко известного высшего лазурного света во время этого путешествия. Даже если я не получу никаких других сокровищ, это путешествие будет стоящим, сказал Ханли со слабой улыбкой. Тем временем Лю Шуэр посмотрела на шар белого света, и на ее лице появилось задумчивое выражение. Внезапно она перевернула руку, чтобы достать малиновый клинок, швырнув его в воздух. Клинок превратился в полоску малинового света, когда она устремилась вниз, в мгновение ика достигнув белого света. Однако, как только показалось, что малиновый клинок вот-вот пробьет белый свет, он внезапно вздрогнул и с мучительным воплем разделился на 7 или 8 сегментов. Казалось, что несколько необычайно острых орудий поразили его одновременно, тем самым с легкостью прорезав его. Затем сегменты клинка продолжали падать вниз, делясь на все большие и большие частей, пока окончательно не исчез в виде пятнышек малинового света. Улыбка на лице Хань Ли исчезла, увидев это, и в его глазах появилось немного торжественное выражение. Он не смог обнаружить форму высшего лазурного света, используя свое духовное чутье, но, к счастью, он заранее активировал свои глаза духовного прозрения, и в тот момент, когда багровый клинок превратился в пятнышки света, ему удалось мельком увидеть несколько десятков тонких проекций, падающих на него со всех сторон. Эти тонкие проекции явно были истинной формой высшего лазурного света. Лю Шуэр, казалось, тоже каким-то образом заметила эти проекции и тяжело вздохнула, размышляя, этот высший лазурный свет действительно был весьма необычен. В этот момент Хань Ли приподнял бровь, проведя рукавом по воздуху, выпустил полоска лазурного света, вырвалась изнутри, которая устремилась вниз. Это был лазурный летающий меч длиной около фута. Меч спускался с поразительной скоростью, и после единственной вспышки он оказался всего в 100 футах от белого света. Тем временем в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, и он посмотрел на него пристальным немигающим взглядом. Внезапно из воздуха возникло несколько десятков тонких проекций, прежде чем они поразили летающий меч. Лазурный свет с резким лязгом стал беспорядочно вспыхивать вокруг летающего меча, и ему удалось продолжить движение вниз, несмотря на атаки окружающих проекций. Однако за мгновение до того, как он вошел в контакт с белым светом, вокруг летающего меча возникли бесчисленные тонкие проекции, прежде чем они в унисон устремились к нему. Лазурный бамбуковый облачный меч, наконец, не смог больше выдерживать шквал атак и с криком рассыпался на точки лазурного света. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, увидев это, и он немедленно сделал захватывающее движение, в результате чего пятнышки лазурного света сошлись перед ним, снова формируя летающий меч. Своеобразный свет вспыхнул в глазах Лю Шуэр, увидев это, в то время как Хань Ли покачал головой и убрал свой летающий меч. У него были и другие сокровища с намного превосходящими защитными свойствами по сравнению с его лазурными мечами, но если бы они были уничтожены, их не было бы никакой возможности вернуть, поэтому он, естественно, не собирался идти на такой риск. Однако, хотя Хань Ли изо всех сил старался сохранять спокойное выражение лица, он был полон внутреннего волнения. Высший лазурный свет, скорее всего, произошел от горы эссенции высшего лазурного света, которая была одним из основных материалов, необходимых для улучшения комплексной горы 5 крайностей. Несмотря на то, что были и другие сокровища, помимо горы эссенции высшего лазурного света, которые обладали высшим лазурным светом, Хань Ли был убежден, что сокровище, находящееся под этим ограничением, скорее всего, было горой эссенции высшего лазурного света. Был хороший шанс, что это ограничение было оставлено истинным бессмертным, и оно могло сохраняться с древних времен. Таким образом, казалось правдоподобным, что только гора эссенции высшего лазурного света могла обеспечить такой безграничный источник высшего лазурного света. Если бы он заполучил эту гору, он смог бы превратить ее во вторую гору крайности наряду с его горой эссенции божественного света. Пока эти мысли проносились в его голове, Хань Ли повернулся к Лю Шуэр и сказал, как и ожидалось, это ограничение высшего лазурного света не то, что мы можем разрушить вдвоем. Нам придется подождать господина Даосиста Ши, чтобы мы смогли вместе попытаться разрушить это ограничение. Я думаю точно так же, брат Хань. Давай найдем поблизости место, где можно поселиться и помедитировать, чтобы мы могли восстановиться до нашего пикового состояния, согласилась Лю Шуэр, кивнув головой. Таким образом, после краткого обсуждения, они оба поднялись в воздух и полетели в определенном направлении. Вскоре они оба спустились где-то на расстоянии в 500 километров от шара белого света. Ветры здесь все еще были довольно сильными, но Лю Шуэр уже вызвала желтую бусину, которая создавала вокруг них желтый световой барьер, сдерживающий ветер и песок. Таким образом, Хань Ли и Лю Шуэр оказались в полуразрушенном зале, большая часть которого уже рухнула, и лишь небольшая часть здания осталась нетронутой. Полмесяца спустя вдалеке вспыхнула вспышка света, и полоска желтого света полетела к ним. После нескольких вспышек полоска света появилась в воздухе над Хань Ли и Лю Шуэр, и пред ними предстала высокая фигура. Это был никто иной, как Ши Кун.
Однако его лицо было слегка бледным, а глаза также были довольно тусклыми, что, по-видимому, указывало на то, что он был далеко от своего пикового состояния. Появившись в воздухе над этой областью, Ши Кун не стал сразу спускаться. Вместо этого он осторожно осмотрел свое окружение и, убедившись, что поблизости нет потенциальных опасностей, перевернул руку, чтобы достать пластину построения. Он внимательно осмотрел пластину формации в течение короткого времени и спустился вниз в виде полоски желтого света. Песчинки, смешанные с порывами яростного ветра, царапали слой защитного духовного света вокруг его тела, создавая звук, похожий на металлическую решетку по металлу, но слой света оставался совершенно невредимым. Когда Ши Кун спустился перед разрушенным залом, у входа его ждали Хань Ли и Лю Шуэр. Лю Шуэр была очень удивлена, увидев печальное состояние, в котором находился Ши Кун, и сразу же спросила: «Брат Ши, ты плохо выглядишь. У тебя были проблемы по пути сюда». Выражение лица Ши Куня немного смягчилось при виде Хань Ли и Лю Шуэр, и затем он ответил с кривой улыбкой на лице: «Так и есть. Я чуть не потерял свою жизнь по пути». Его тело качнулось, и он внезапно предстал перед Хань Ли и Лю Шуэр, на что Хань Ли спросил: «Неужели ты не смог избавиться от преследования насекомых?» Он довольно ясно вспомнил, что Ши Куна преследовала группа серебряных насекомых, и из личного опыта он знал, что от этих насекомых было очень трудно сбежать, если их не убить. С этими насекомыми действительно было довольно сложно иметь дело, но я знаю секретную технику, которая позволила мне относительно легко сбежать от них. Однако после этого я столкнулся с группой существ расы снежного рыка, и мне только удалось от них убежать спустя месяцы погони, сплюнул Ши Кун сквозь стиснутые зубы. Существа снежного рыка. Раса снежного рыка — раса уродов. Им разрешено развивать только способности ледяных элементов, и они думают, что способности ледяных элементов являются источником всех способностей и искусств культивации. Кроме того, они убивают любое существо с любым другим элементом культивации. «Очень жаль, что ты столкнулся с ними, брат Ши», — воскликнула Лю Шуэр с шокированным выражением лица. «Верно. Они всего лишь раса среднего размера, и все они абсолютно странные, но когда дело доходит до индивидуальных способностей, они не уступают существам из основных рас, таких как раса морских монархов и раса Цзяочи. В прошлом эти существа в основном проживали в самом северном регионе Громового континента, и из-за того, что их территория довольно отдаленная, они очень редко получают пространственные ледяные талисманы, поэтому они не могут попасть в огромную ледяную область. Я не могу поверить, что мне так повезло столкнуться с этими уродами», — сказал Ши Кун с ненавистью. Хань Ли также читал в прошлом о расе снежного рыка, поэтому он, естественно, также знал об их экстремистских тенденциях. Таким образом, он мог только переглянуться с Лю Шуэр, оплакивая несчастье Ши Куня. В его нынешнем состоянии он явно был не в состоянии помочь Хань Ли и Лю Шуэр сломать формацию высшего лазурного света, поэтому у них не было другого выбора, кроме как дать ему немного времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Таким образом, 6 дней пролетели в мгновение ика. За это время марионетка Хань Ли и духовное чудовище Лю Шуэр не заметили ничего неправильного в своем наблюдении за существами Цзяочи. Казалось, что они довольствовались тем, что просто разбили лагерь под своей иллюзорной техникой. Хань Ли и другие не имели ни малейшего представления о том, что замышляют эти существа Цзяочи, но для них это было определенно долгожданное зрелище. Все, на что они могли надеяться, это на то, что так будет и дальше, и что они смогут без проблем прорвать ограничения, прежде чем ускользнуть отсюда. Таким образом, в этот день все трое поднялись в воздух перед тем, как незаметно полететь к ограничению. Спустя несколько мгновений трио Хань Ли снова появилось над белым шаром света. Как только они прибыли, все трое разделились, выстроившись в огромное треугольное строение в воздухе над ограничением. Я уверен, что все вы уже запомнили процедуру, необходимую для нарушения этого ограничения. Ограничение состоит в основном из высшего лазурного света и разделено на 3 основных уровня, которые, в свою очередь, состоят из 11 второстепенных слоев. Нам нужно прорваться через все эти слои сразу, в противном случае, если мы остановимся во время процесса, слои ограничения, которые мы уже нарушили, немедленно восстановятся снова, что приведет к потере всех наших предыдущих усилий. Еще до того, как старший Дуань стал существом ранга святой расы, он мог положиться на свое удивительно мощное тело и оборонительное мастерство, чтобы самостоятельно прорваться через первые 7 уровней ограничения. Таким образом, мы определенно должны быть в состоянии прорваться через все 11 уровней с нашими объединенными силами, особенно с учетом того, что наша эссенция божественного света эффективна в нейтрализации высшего лазурного света. Однако нам все равно нужно быть очень осторожными, и было бы неразумно относиться к вещам легкомысленно, сказала Лю Шуэр, оценивая Хань Ли и Ши Куня с серьезным выражением лица. Услышав это, Хань Ли улыбнулся и сказал: «Мы с господином даосистом Ханем приложили много усилий, чтобы добраться сюда, поэтому мы определенно отдадим этому все, что у нас есть. Уверен, что вы оба знаете о соглашении, которое я заключил с 2 старшими, верно?»
Будь уверен, брат Хань, помимо нескольких сокровищ, которые требуются моей госпоже и старшему Цаю, наши способности определят, какие еще сокровища мы сможем получить из этих руин, и мы определенно не будем пытаться отобрать у тебя сокровища, которые ты получишь», — Ши Кун кивнул в ответ. Услышав это, Хань Ли с удовлетворением кивнул. Глава 1703. Разрушение ограничений. После этого больше нечего было говорить, и Лю Шуэр похлопала по своему браслету для хранения, на котором в ее руке появился чрезвычайно яркий маленький зонтик во вспышке пятицветного света. Зонт был всего около полфута в длину, но был очень красочным и привлекательным. Ши Кун, казалось, узнал это сокровище, и его выражение лица немного изменилось при виде этого. Лю Шуэр торжественно подбросила зонтик в воздух, и сокровище тут же взлетело в воздух, как шар пятицветного духовного света, исчезнув из поля зрения всего за несколько вспышек. Спустя несколько мгновений огромное пространство пятицветного света спустилось сверху, охватив все окрестности в радиусе около 10 километров. В этом свете начали появляться руны разных размеров, а затем снова исчезли, беспорядочно мигнув. Сразу после этого все пространство света постепенно размылось, прежде чем раствориться в ничто. Хань Ли прищурился, высвободив свое духовное чутье, и его вдруг отразил взрыв невидимой силы, как только он достиг границы, где только что исчез пятицветный свет. Таким образом, все это пространство было ограничено этим маленьким зонтиком. Однако это еще не конец. Вспыхнул духовный свет, и дюжина мерцающих золотых флагов формации вылетела из тела Лю Шуэр. Каждый из этих флагов был чрезвычайно замысловатым по конструкции, с множеством рун, начертанных на их поверхностях. Подброшенные в воздух, все они исчезли в окружающем пространстве в виде полос золотого света, после чего дюжина или около того столбов золотого света взорвалась в небеса, а затем также исчезла в мгновение ока. После этих золотых столбов остался всплеск очень слабых колебаний. Только после этого выражение лица Лю Шуэр немного смягчилось, и она улыбнулась, объяснив: «Этот зонт — сокровище, подаренное мне моим учителем, и он может скрыть колебания духовного давления, которое появится, когда мы будем разрушать это ограничение». Вдобавок к этому, ограничивающая формация Золотого Духа, созданная этими флагами формации, является чисто оборонительной формацией, которая может даже какое-то время противостоять атакам древней святой расы. «В таком случае, позволь мне кое-что настроить», — усмехнулся Ши Кун, открыв рот, изгнал дюжину или около того шаров серого света. Внутри каждого шара серого света было серое кольцо, всего таких колец было 13. Все они вращались вокруг Ши Куна, издавая слабый жужжащий звук, прежде чем раствориться в воздухе. Объединенное инское духовное кольцо. «Не думала, что старший Дуань доверил бы тебе такое драгоценное сокровище, брат Ши», — воскликнула Лю Шуэр, и ее зрачки резко сузились. У этого кольца нет никакого другого эффекта, кроме как причинить вред душам живых существ, и если кто-то будет застигнут врасплох, он может быть серьезно ранен этими кольцами, даже будучи ранга святой расы, поэтому они идеально дополняют твое ограничение, фея Лю», — спокойно сказал Ши Кун. Лю Шуэр быстро пришла в себя, сказав: «С этими мерами, даже если существа расы Цзяочи действительно попытаются разрушить наши планы, мы сможем удержать их в страхе на некоторое время». В этот момент Хань Ли погладил свой подбородок и сказал: «Раз мы завершили все наши приготовления, давайте сразу же начнем нарушать это ограничение. По какой-то причине я не могу избавиться от ощущения, что чем дольше это занимает, все становится рискованнее». «Хе-хе, я, конечно, согласен с тобой, брат Хан». «Начнем, фея Лю», — усмехнулся Ши Кун в ответ. «Раз вы оба готовы, я, естественно, тоже готов продолжить», — сказала Лю Шуэр с улыбкой. Таким образом, она подняла руку, и в ее руках внезапно появился маленький серый флаг. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что от флага исходит слабый свет эссенции божественного света. Лю Шуэр бросила перед собой маленький флаг, а затем сделала печать заклинания рукой и начала что-то повторять. Серое колесо света внезапно появилось позади нее, и руна в центре колеса начала медленно вращаться. Маленький серый флаг немедленно начал дрожать в ответ, издавая приглушенный жужжащий звук, как будто он резонировал с серым колесом. Видя, как Лю Шуэр активировала свою эссенцию божественного света, Хань Ли и Ши Кун взглянули друг на друга, последовав ее примеру. Серый свет вырвался из тела Ши Куна, когда он пошевелил рукавом, чтобы получить похожее на значок сокровище. Значок также был серого цвета, и на каждой из его сторон были начертаны древние символы «эссенция» и «свет». Значок повернулся на месте, а затем резко увеличился до размера примерно 10 футов. Затем Ши Кун немедленно протянул руку, прижав ее к обратной стороне значка, разводя пальцы. Духовный свет вспыхнул из его 5 пальцев, и яркий серый свет мгновенно вырвался из значка, и 2 древних символа на нем начали светиться чрезвычайно ярко. Что касается самого Ши Куна, серая его эссенция божественного света разливалась по телу, создавая совершенно потрясающее зрелище.
Тем временем Хань Ли уже вытянул из рукава свою угольно-черную руку и слегка согнул пальцы, и на его ладони появилась миниатюрная гора примерно в фут высотой. Это была не что иное, как его экстремальная гора эссенции божественного света. Гора взлетела вверх по велению Хань Ли, а затем в мгновение эйка расширилась до более чем 100 футов. В то же время серебряные руны на поверхности горы засветились, послав ореолы серого света, распространяющиеся во всех направлениях. Почти в тот же момент серое колесо позади Лю Шуэр содрогнулось, высвободив столб серого света, ударивший по серому флагу, который она вызвала ранее. Маленький серый флаг тут же развернулся, и на его поверхности появилось бесчисленное множество рун, а из него вырвался еще более толстый столб света. Гигантский талисман перед Шикуном выпускал комки серых нитей, в то время как Хань Ли стоял в воздухе невыразительным образом, скрепляя ручную печать одной рукой, а другой рукой указывая пальцем на черную гору перед ним. Экстремальная гора эссенции божественного сделала круг на месте, а затем с ее нижней части стали подниматься волны серого света. 3 типа эссенции божественного света мгновенно объединились в один, чтобы сформировать гигантскую руну размером более 100 футов. Массивная руна спустилась по велению Лю Шуэр, исчезнув в белом свете внизу во вспышке, после чего раздался громкий глухой удар. Белый и серый свет на короткое время переплелись, после чего шар белого света был с легкостью разорван серой руной, вскоре исчезнув в виде пятнышек духовного света. Однако тут же его место заняла другая преграда лазурного света. Гигантская руна продолжала спускаться без остановки, поражая этот новый барьер лазурного света с огромной силой. На этот раз лазурный световой барьер внезапно исчез, как будто его мгновенно сожрали. Таким образом, руна спустилась еще раз, только для того, чтобы массивная сеть, состоящая из бесчисленных малиновых нитей, внезапно появилась под ней. Еще до того, как вступить в контакт с этим ограничением, красная сеть вспыхнула духовным светом, прежде чем выпустить малиновые облака, которые плыли прямо вверх. Массивная руна с грохотом погрузилась в красные облака. Яркий серый свет начал исходить от огромной руны, и красные облака в конце концов исчезли после сильного взбалтывания в течение короткого времени. В результате все малиновые нити быстро рассеялись, как тающий снег под палящим солнцем. Затем руна продолжила стремительно падать к 4-му ограничению. Серая руна лишь немного потускнела по сравнению с ее первоначальной формой, и Хань Ли был весьма удивлен, что первые несколько ограничений были так легко нарушены. Высший лазурный свет, которого все опасались больше всего, казалось, даже не противостоял гигантской серой руне, поскольку он столкнулся с проклятием своего существования в виде эссенции божественного света. Вот почему им так легко удалось преодолеть несколько первых ограничений. В мгновение эйка огромная серая руна прорвалась через 9 ограничений различных форм. Однако в этот момент руна, казалось, наконец израсходовала почти всю свою силу, и после тихого вопля боли на ее поверхности появились бесчисленные тонкие трещины, как будто она собиралась расколоться в любой момент. Чего вы ждете? Готовьтесь к решающему удару. Громко крикнула Лю Шуэр, и серое колесо света позади нее полетело вперед, исчезнув в потрескавшейся руне, как толстый столб серого света. В результате все трещины на руне были мгновенно заделаны, и она снова начала излучать яркий серый свет, продолжая неудержимо спускаться. Хань Ли и Шикун также начали действовать в этот момент. Первый указал пальцем на черную гору перед ним, заставив ее рухнуть вниз с разрушительной силой, в то время как последний осторожно положил руку на свой гигантский значок, на который сокровище полетело вниз, как массивная стрела. Они двое спускались сверху, как 2 гигантских шара серого света, быстро падая, как пара серых падающих звезд. 10-е ограничение состояло из слоя желтого песка, и серая руна дрогнула, как только вступила в контакт с этим ограничением. Используя способность своих духовных глаз, Хань Ли смог увидеть, что высший лазурный свет, который ранее был подавлен эссенцией божественного света, снова начал появляться в близлежащей области. Он, наконец, снова начал проявлять свою силу после того, как гигантская руна, сформированная эссенцией божественного света, была сильно ослаблена. Бесчисленные тонкие, едва заметные проекции рассекли воздух, и гигантская руна разлетелась на бесчисленные осколки с глухим стуком. В результате во всех направлениях хлынул серый свет, силой уничтожив большую часть прозрачных лучей, образованных лазурным светом высокого зенита. В этот момент прибыли гигантский талисман и черная гора. То, что осталось от высшего лазурного света, попыталось задержать 2 сокровища, но было с легкостью унесено, прежде чем 2 сокровища ударились о песчаный барьер внизу. Вся песчаная пленка сильно задрожала, после чего каждая составляющая песчинка раздулась до размеров человеческого кулака, взлетев вверх в безумии, отчаянно пытаясь снова уничтожить гигантский талисман и черную гору. Эти желтые песчинки сами по себе явно не были обычными сокровищами. В противном случае они не смогли бы выдержать такое огромное воздействие. Тем не менее, и экстремальная гора Хань Ли, и серый талисман Шикуна также были исключительными сокровищами эссенции божественного света, и хотя серый свет вокруг 2 сокровищ сжимался в виде песчинок, свет становился только ярче и ослепительнее.
Эти песчинки, конечно, были не тем, что следовало недооценивать, но они не могли пробиться в серый свет даже на дюйм. Прямо в этот момент серебряные руны на экстремальной горе эссенции божественного света и древние символы на сером значке вспыхнули в унисон, и только тогда они начали проявлять свою истинную силу. Глава 1704. Получение горы. Серебряные руны на поверхности горы спроецировались наружу, быстро образуя несколько черных дыр вокруг горы, каждая из которых имела диаметр около 10 футов. Серый свет закрутился внутри этих черных дыр, и изнутри вырвались всплески огромной всасывающей силы. Все близлежащие песчинки были унесены серым светом, вернувшись в свою первоначальную форму, а затем в безумстве устремились в черные дыры. Таким образом, вокруг горы образовалось огромное пустое пространство. Тем временем на гигантском талисмане вспыхнули древние символы, высвободив толстый столб серого света. Талисман действовал как рукоять, в то время как столб эссенции божественного света образовывал клинок, и оба, объединившись, создали массивный меч серого света, примерно 80 футов в длину. Меч пронесся по воздуху, заставляя пространство поблизости искривляться и скручиваться, уничтожив все песчинки размером с кулак. Миллионы этих желтых песчинок вздымались в воздухе, но большинство из них было унесено экстремальной горой эссенции божественного света, а остальные были уничтожены мечом серого света. Таким образом, 10-е ограничение было окончательно нарушено, тем самым выявив окончательное ограничение. Это было гигантское произведение искусства, образованное лазурным световым барьером. На картине изображены пышные горы и живописные леса, где обитали бесчисленные звери и птицы. В то же время духовный свет внезапно вспыхнул с самой высокой горы на изображении, и шары духовного света начали взрываться по всему изображению. В лазурном свете ожили птичьи проекции всех цветов, одни хлопали крыльями, другие поднимали голову и издавали долгие крики. Затем все они вырвались из произведения искусства, как если бы они были настоящими живыми существами. Некоторые птицы открывали клювы, выпуская шары багрового пламени, некоторые хлопали крыльями, высвобождая белые ветреные лопасти, а некоторые с грохотом вызывали дуги серебряных молний вокруг своих когтей. Атаки разных форм прорывались, как наводнение через разрушенную дамбу, и в то же время свет, исходящий от лазурной горы, трансформировался в проекции, которые невозможно было отследить невооруженным глазом, устремляясь к черной горе и серому световому мечу. Количество высшего лазурного света зенита, которым был пропитан этот слой ограничения, было намного больше, чем во всех предыдущих слоях вместе взятых. Когда эти проекции ударили по горе эссенции божественного света и серому световому мечу, серый свет, исходящий от двух сокровищ, значительно потускнел, словно они были подавлены. Однако Хань Ли внезапно пришел в восторг, воскликнув: «Это действительно гора эссенции высшего лазурного света». Хань Ли почти сразу смог определить, что гора на картине была сокровищем, которое он искал. Тем не менее, гора явно была переработана в это произведение искусства в качестве основного материала, и его сила, казалось, была значительно усилена всем произведением искусства. В тот момент, когда он думал об этом, Шикун издал громкий крик, и его серый световой меч снова начал ярко светиться, когда он рассек воздух. Все приближающиеся огненные шары, клинки ветра и дуги молний были немедленно побеждены, а разрушительная полоска мечацы врезалась в стаю птиц, появившихся из произведения искусства. Сотни птичьих проекций были уничтожены одновременно, но еще больше из них превратилось в пятицветные огненные шары, которые в неистовстве устремились к световому мечу. С грохотом первоначальный шквал пятицветных огненных шаров был погашен серым светом, исходящим от гигантского меча, но по мере того, как все больше и больше огненных шаров стекалось к нему, массивный меч, наконец, был вынужден вернуться в свое прежнее состояние. Форма талисмана, охваченная пламенем под мучительный вопль, резко упала на произведение искусства внизу. Тем временем остальные пятицветные языки пламени продолжали стремиться к черной горе наверху. Сердце Хань Ли заколебалось при виде этого, и он немедленно сделал печать заклинания, указав пальцем на экстремальную гору эссенции божественного света. Изнутри горы раздался глухой звук, похожий на звон гигантского колокола, и он снова начал сильно раздуваться во вспышке серебряного света. В мгновение ока он увеличился до нескольких тысяч футов в размерах, и на его поверхности появилось бесчисленное множество серебряных рун, посылая волны серого света, падающие вниз с разрушительной силой. Гигантский серый меч, который использовал Шикун, был чрезвычайно мощным, но количество содержащегося в нем эссенции божественного света было совершенно несравнимо с количеством горы Хань Ли. Таким образом, когда гигантская гора начала спускаться сверху, все пятицветное пламя, устремившееся к ней, было мгновенно погашено волнами серого света, прежде чем они смогли даже вступить в контакт с горой. Затем массивная гора продолжала падать вниз, но, когда она собиралась ударить произведение искусства внизу, из лазурной горы раздался длинный крик, вслед за которым последовали все остальные детали на произведение искусства, независимо от того, были ли они звери или растения, превратившиеся в лазурный духовный свет, в безумии устремились в горы.
В результате гора приобрела чрезвычайно яркий зеленый оттенок и медленно начала проявляться из произведения искусства. В то же время вся гора содрогнулась, и исходящий от нее лазурный свет превратился в серию зеленых нитей. Высший лазурный свет внутри горы наконец проявился в своей истинной форме, и зеленые нити переплелись, образуя слои зеленых сетей, которые вздымались прямо вверх. Серые волны и зеленая сеть мгновенно столкнулись, и тут же раздался резкий визг, похожий на звук металлической решетки о металл. Обе горы одновременно вздрогнули, и возникла тупиковая ситуация. Хань Ли прищурился, быстро распространив духовную силу внутри своего тела, увидев это, планируя ввести в экстремальную гору эссенции божественного света, чтобы усилить ее. Однако именно в этот момент в воздухе внезапно разразилась череда громких раскатов грома, вслед за которыми серые вспышки, толщиной с большие чаши, злобно обрушились на зеленую сеть. В результате гигантская сеть, образованная высшим лазурным светом, сразу же начала сильно дрожать. Хань Ли был очень обрадован, увидев это, и, оглянувшись, обнаружил, что из флага перед Люшуэр вырываются серые молнии. Видя, что сокровища Хань Ли и Шикуна не смогли легко преодолеть последние ограничения, она, наконец, высвободила свои собственные сокровища, чтобы оказать им свою помощь. Однако Лазурная гора действительно была невероятно мощной. Было совершенно ясно, что выпускаемый ей высший лазурный свет не был достаточно мощным, чтобы противостоять комбинированным атакам экстремальной горы эссенции божественного света и стрелам серой молнии, но зеленые нити неумолимо струились с горы, постоянно наполняя области сети, которая была повреждена. Таким образом, даже при том, что зеленая сеть отставала в силе, победить ее было невозможно. Напротив, трио Хань Ли получило значительное преимущество, но им не удалось мгновенно преодолеть 11-е ограничение. Если бы они не смогли сделать это до того, пока все предыдущие ограничения, которые они разрушили, полностью не восстановятся, у них были бы большие проблемы. Хань Ли и Лю Шуэр, естественно, знали об этом, поэтому изо всех сил вкладывали свою силу в свои сокровища. Однако даже перед лицом разрушительных волн света и вспышек серого света зеленая сеть проявляла необычайную стойкость, постоянно возвращаясь с грани разрушения. Выражения лиц Хань Ли и Лю Шуэр немного изменились, увидев это. К счастью, именно в этот момент Шикун внезапно снова начал действовать. Он глубоко вздохнул, и его тело сразу увеличилось до нескольких десятков футов в высоту. Он хлопнул кулаками перед грудью, и из его тела вырвался ослепительно серый свет. Сразу после этого он взмахнул руками, и вокруг него возникло бесчисленное множество кулаков, которые яростно обрушились в виде шаров серого света. Эти шары эссенции божественного света оказались последней куплей, пробившей оборону зеленой сети. Зеленая сеть уже изо всех сил держалась перед натиском экстремальной горы эссенции божественного света и шквала серых молний, и с добавлением атак Шикуна, наконец, она с глухим ударом была разбита на точки духовного света. Таким образом, серые волны света, молнии и шары света одновременно ударили в Лазурную гору. Все произведение вспыхнуло лазурным светом, после чего рассыпалось среди быстрой череды последовательных взрывов, а затем также исчезло на месте. Последнее ограничение было снято. После того, как произведение искусства было уничтожено, на его пути осталась зияющая дыра радиусом более 100 футов. Дыра неподвижно парила в воздухе, и ее края источали слабый белый свет. Это явно был вход, ведущий куда-то. Ши Кун и Лю Шуэр оба пристально смотрели на дыру с палящими глазами, но Хань Ли бросил взгляд куда-то еще. Его внимание было сосредоточено не на чем ином, как на маленькой лазурной горе, которая парила над дырой. Без картины, к которой она была прикреплена, гора эссенции высшего лазурного света была уменьшена до примерно 10 футов в высоту, а мерцающий вокруг нее лазурный свет также стал очень слабым, создавая впечатление, что она вот-вот рухнет в любой момент. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, и он внезапно поднял руку, указывая на экстремальную гору эссенции божественного света. Черная гора покачнулась и внезапно исчезла на месте по его приказу. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули в воздухе над маленькой лазурной горой, после чего снова появилась огромная гора эссенции божественного света. Затем серый свет хлынул из-под горы, полностью окутав небольшую лазурную гору внизу. Гора эссенции высшего лазурного света испустила мучительный вопль, и вокруг нее слабо вспыхнул лазурный свет в отчаянной попытке удержать эссенцию божественного света. Тем не менее, маленькая гора явно уже была сильно ослаблена, поэтому она не могла сравниться с мощью экстремальной горы Хань Ли. В сером свете внезапно возникла серия серебряных рун, которые, сделав круг вокруг лазурной горы, приклеились к ней, как клей. Издав последний вопль, гора эссенции высшего лазурного света была насильно притянута к нижней стороне экстремальной горы эссенции божественного света множеством рун вокруг нее. В конце концов, он был втянут в гору Хань Ли и исчез во вспышке лазурного света. На лице Хань Ли появился намек восторга, и он взмахнул рукой в воздухе, после чего его гора быстро уменьшилась до своей миниатюрной формы во вспышке серого света.
Затем миниатюрная черная гора исчезла в рукаве Хань Ли, и весь процесс был чрезвычайно быстрым, до такой степени, что к тому времени, когда Лю Шуэр и Ши Кун отреагировали на то, что он делал, гора эссенции высшего лазурного света уже была схвачена. Лю Шуэр и Ши Кун оба слегка пошатнулись, увидев это, и переглянулись между собой. Двое из них, естественно, также узнали горы эссенции высшего лазурного света, и, естественно, было невозможно сказать, что они не хотели это сокровище. Однако они не ожидали, что Хань Ли будет действовать так быстро, без колебаний взяв гору почти сразу после того, как последнее ограничение было нарушено. В ответ на эту ситуацию на их лицах появилось своеобразное выражение. «Эта гора очень полезна для меня, и я уверен, что там внизу гораздо больше драгоценных сокровищ, так что вы не будете возражать, если я заберу ее, не так ли?» — спросил Хань Ли с улыбкой. «Хе-хе, если это сокровище полезно для тебя, не стесняйся забрать его себе». «У меня нет возражений», — ответила Лю Шуэр, и на ее лице появилась улыбка. Выражение лица Ши Куна изменилось несколько раз, а затем на его лице появилась кривая улыбка, и он признал: «Я тоже довольно заинтересован в этом сокровище, но, учитывая, что ты получил его первым, мне нечего сказать». Глава 1705. Гора, дворец, каменная лестница. «Тогда мне придется поблагодарить вас двоих за вашу щедрость», — сказал Хань Ли с улыбкой, сложив кулак в знак приветствия. «Пустяки, брат Хань. Теперь, когда мы разрушили это ограничение, мы должны войти в эти руины и как можно быстрее найти сокровища, которые требуются моей госпоже и старшему дуаню, и мы будем щедро вознаграждены по возвращении в облачный город», — сказала Лю Шуэр, и на ее лице появилось серьезное выражение. После этого она убрала свой серый флаг и полетела в дыру внизу в виде полоски голубого света. Ши Кун тоже поспешно последовал за ним, как шар желтого света. Хань Ли, напротив, осмотрел свое окружение прищуренными глазами, и только после того, как убедился, что в близлежащей области все в порядке, он также медленно спустился к дыре. К этому моменту Лю Шуэр и Ши Кун уже рванули вперед. Как только Хань Ли влетел в массивную дыру позади них, и вокруг внезапно появились яркие шары света, которые сразу уже устремились к нему. Хань Ли, естественно, очень встревожился, увидев это, и немедленно вызвал слой защитного лазурного света для защиты. Однако эти яркие шары света внезапно замедлились, превратившись в руны разных размеров, и они вращались вокруг Хань Ли, формируя маленькую пятицветную формацию. Хань Ли обнаружил, что находится в самом центре формации, и с легким жужжащим звуком вокруг него вспыхнули вспышки пространственных колебаний. Вместо того, чтобы стать еще более встревоженным этим, выражение лица Хань Ли слегка смягчилось, и он сложил руки за спиной, не показывая намерения разрушить эту световую формацию. В следующее мгновение вспыхнул яркий пятицветный духовный свет, и Хань Ли охватил приступ головокружения, в то время как все вокруг размылось, и он внезапно исчез на месте. В следующее мгновение Хань Ли открыл глаза и обнаружил, что находится на высокой платформе. Вся платформа была вымощена гигантскими блоками из голубого камня, и на ее поверхности были какие-то узоры, но ее, конечно, нельзя было отнести к категории замысловатых или красивых. Вместо этого он производил простой и примитивный вид. Прямо под ногами находилась телепортационная формация с радиусом не более 20 футов, а рядом с формацией была каменная лестница, которая вела вниз с платформы. Хань Ли только мельком взглянул на телепортационную формацию и каменную платформу, бросив взгляд на окружение поблизости. В этот момент он, казалось, находился в другом месте. Вверху было яркое солнце, и небо было ярко-синего цвета, ни единого облака не было видно. В окрестностях росли всевозможные экзотические растения и цветы, и иногда дул легкий ветерок, принося аромат этих растений в сторону Хань Ли. Однако больше всего внимания Хань Ли привлекла гора в несколько тысяч футов высотой, расположенная недалеко от платформы. Гора была невысокой, но простиралась почти на 10 километров, а рельеф был весьма примечательным. Вся гора была совершенно мягкого белого цвета и полностью состояла из отвесных склонов, которые были почти полностью вертикальными. На вершине горы стоял массивный пурпурный дворец, занимавший почти всю вершину. Хань Ли сфокусировал свой взгляд в том направлении и долго осматривал дворец, обратив внимание на землю у подножия каменной лестницы. Лю Шуэр и Ши Кун стояли неподвижно, и оба, казалось, также внимательно оценивали пурпурный дворец вдалеке. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и его тело покачнулось, готовясь лететь с каменной платформы. Однако ему удалось оторваться только на несколько футов от земли, прежде чем он был внезапно вынужден вернуться на платформу, приземлившись в строй с громким глухим ударом, от которого вся платформа слегка задрожала. Как будто его тело внезапно стало очень тяжелым. Хань Ли поднял руку и несколько раз экспериментально взмахнул ею, но обнаружил, что она такая же легкая, как обычно. Намек на удивление промелькнул в его глазах, но тут же ему пришла в голову мысль, и лазурный свет вспыхнул вокруг его тела, когда он снова медленно поднялся в воздух. Однако он поднялся в воздух всего на фут,
прежде чем огромная мощь обрушилась на его тело без всякого предупреждения. Хань Ли слегка покачнулся и быстро выпрямился, но выражение его лица немного изменилось в ответ на эту ситуацию. После этого он продолжал медленно подниматься вверх, используя свое невероятно мощное тело для борьбы с огромной силой, давящей на него. Когда он оторвался от земли примерно на 2 фута, его тело снова вздрогнуло, и лазурный свет вокруг него также начал беспорядочно мигать. Хань Ли слегка нахмурил брови, увидев это, после чего синий свет вспыхнул в его глазах, когда он осмотрел собственное тело. Используя способность своего духовного глаза, он смог обнаружить, что полосы слабого желтого света обвились вокруг его тела, полностью игнорируя созданный им защитный слой лазурного света. В этот момент Ши Кун обернулся с кривой улыбкой и сказал: «Я вижу, ты тоже это заметил, брат Хань. Ограничение полета здесь немного отличается от обычных ограничений, и в воздухе сила ограничения будет удвоена. Я могу взлететь только примерно на 7 или 8 футов, прежде чем потянет вниз. Сила ограничения увеличивается вдвое с каждым последующим футом роста. Это ограничение, несомненно, довольно мощное. Даже существо ранга святой расы, скорее всего, не сможет взлететь более чем на несколько десятков футов от земли», медленно проговорил Хань Ли и снова спустился на землю. В тот момент, когда его ноги коснулись земли, желтые полосы света вокруг его тела внезапно исчезли. Даже с невероятно мощным телом господина Дасиста Ши он может подняться в воздух только на 7-8 футов. Для обычных существ высшей расы, таких как я, вероятно, могу справиться не более чем на 3-4 фута, сказала Лю Шуэр, не поворачивая головы. Она все еще пристально оценивала дворец вдалеке. Услышав это, на лице Хань Ли появилось слегка мрачное выражение, но после короткого размышления он вышел из формации и стал спускаться по каменной лестнице. Похоже, в этом дворце на горе должны быть сокровища. Чего мы все еще ждем? Спокойно спросил Хань Ли. «Здесь есть и другие ограничения, которых мы должны опасаться», сказала Лю Шуэр, наконец повернувшись, чтобы торжественно оценить Хань Ли. Тот факт, что существуют другие ограничения, еще раз подтверждает, что здесь можно найти драгоценные сокровища. Однако, если это просто ограничения, такие как ограничения на полеты, тогда они не должны быть слишком опасными, сказал Хань Ли с улыбкой. Обычно это было бы правдой, но поскольку владелец этого места может быть истинным бессмертным, мы не можем делать предположения, основанные на наших собственных суждениях, ответила Лю Шуэр, слегка вздохнув. Но если вы просто останетесь здесь и будете смотреть на дворец издалека, вы не сможете забрать оттуда сокровища. В таком случае, почему мы вообще пошли на такой риск, чтобы прийти сюда? Спокойно рассуждал Хань Ли. Ши Кун, похоже, также не смог определить какие-либо потенциальные опасности, и он согласно кивнул, сказав: «Ты прав, брат Хань. Есть еще существа Цзяочи не слишком далеко от нас, так что мы не можем медлить». Выражение лица Лю Шуэр немного изменилось, прежде чем она тоже приняла решение, и она сказала: «В этом случае у меня тоже нет возражений. Пойдем». Услышав это, Ши Кун внезапно взмахнул рукавом, и изнутри вылетел черный объект. Однако он тяжело ударился о землю, как только выскользнул из его рукава, оказавшись металлической марионеткой черного гигантского волка. Ограничения здесь действуют даже на сокровища. Воскликнула Лю Шуэр, и выражение ее лица стало мрачным. В этом случае, если они столкнутся с непредвиденными опасностями, они смогут защитить себя только с помощью своей собственной магической силы и секретных методов. Увидев это, на лице Хань Ли также появилось осторожное выражение. Напротив, Ши Кун просто усмехнулся и возглавил путь к горе. Поскольку здесь нельзя было использовать сокровища, его могущественное тело, естественно, стало особенно ценным активом. Хань Ли также слабо улыбнулся, последовав за Ши Куном. Лю Шуэр смогла последовать его примеру только после короткого колебания. Там была почти полностью прямая тропа, ведущая прямо к вершине горы. Вся тропа состояла из ступеней, вымощенных белокаменными плитами шириной около 10 футов каждая, и издалека казалось, будто над горой растянулся гигантский белый питон, создавая довольно потрясающее зрелище. Трио Хань Ли, естественно, не осмеливалось путешествовать в полете, но их тела были намного мощнее, чем у обычных существ, поэтому они также не боялись того, что им придется пойти по этому пути. Таким образом, все трое ступили по каменным ступеням, направляясь к вершине горы. Однако на лице Ши Куна сразу же появилось своеобразное выражение, как только он сделал первый шаг. Он продолжал взбираться по ступенькам, но постепенно замедлял этот процесс, явно не в состоянии взбираться по ступенькам так быстро, как мог вначале. Хань Ли, естественно, заметил это, когда шел за Ши Куном, и как только он ступил на первую каменную ступеньку, он понял, почему Ши Кун замедляется. Из каменной ступеньки вырвался взрыв всасывающей силы, отчего ноги были будто залиты свинцом. Сделав еще несколько шагов, он сразу обнаружил, что сила всасывания на каждом последующем шаге была немного более выраженной, чем на предыдущем шаге.
Небольшой прирост был почти незаметен всего за несколько шагов, но к вершине вели более 10 000 ступеней, и это было довольно мучительной мыслью. К счастью, казалось, что пока человек стоит на ступеньке, огромная сила всасывания, исходящая от нее, постепенно ослабевает, а если стоять на ступеньке достаточно долго, вся сила всасывания постепенно уменьшается. Пропадать. Хань Ли был очень заинтригован этим, но не придал этому особое значение. После развития первозданного истинного дьявольского искусства, его тело было сильнее, чем даже у большинства обычных существ святой расы. Эти каменные ступени были немного необычными, но он был уверен, что сможет без остановки добраться до вершины горы. Что касается того, сможет ли Ши Кун сделать то же самое, это будет зависеть от того, сдерживался ли он в демонстрации силы своего тела. Что касается Лю Шуэр, то, скорее всего, у нее не было возможности добраться до вершины без остановки, если бы она полагалась только на силу своего тела. Имея это в виду, Хань Ли оглянулся на Лю Шуэр, сделав около дюжины шагов. Таким образом, он обнаружил, что она все еще находится на первой каменной ступеньке, по-видимому, о чем-то глубоко задумавшись. Однако по выражению ее лица было совершенно очевидно, что она чувствовала себя очень расстроенной и сердитой.